Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина. Я таролог, магистр психологии. Просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в добром, искреннем слове поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать! Вы смотрите на него и видите лед. Вы ждете шага, а получаете тишину. Но что, если я скажу вам, что его холод – это не отсутствие чувств, а цена его гордости? Вы думаете, что он холоден? Нет, он просто заперт внутри собственного эго. Я вытяну сегодня карту той жертвы, которую он принес своей гордости, и карту того, что он шепчет о тебе, когда его никто не слышит. Посмотрим, стоит ли его броня той боли, которую он скрывает. Сегодня мы поговорим о пленнике эго, о мужчине, который так боится в вас раствориться, что принес в жертву свою искренность. Он буквально отрезал от себя часть души, лишь бы вы не догадались, как сильно он в вас нуждается. Но долго ли он сможет держать эту оборону? Итак, смотрим. Для начала делаю сигнификацию мужчины вашего загаданного. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете, на него очень похоже, значит смотрим расклад до конца, один вариант. Так, какой он этот мужчина? Вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса. Какой это мужчина? Какой мужчина? Какой это мужчина? Ну, первая же карта у меня вышла, карта страхи какие-то. Следующая карта друзья. Такое ощущение, как будто бы человек сейчас вообще мало кому доверяет. В том числе почему-то у него подозрение, что именно вот друзья, карта друзья, может это в принципе близкие люди, какие-то как сети, паутины готовят для него. Опять-таки по черной кошке очень много как будто недоговоренностей. Может быть, у него подозрения и страхи по поводу того, что, допустим, его друзья могут вести какую-то двойную игру, какие-то подставы, преследовать свою выгоду, да, при этом принося его, ну, отчасти в жертву, да. А может быть, он уже столкнулся с каким-то предательством со стороны вот опять-таки людей, которых он считал друзьями. Как будто бы он считает, что очень много от него утаивается, замалчивается. Опять для чего? Для своей выгоды, для своей корысти. Как будто бы у него какая-то полоса, где он разочарован, опять-таки, в людях, которые, может, находятся в ближайшем даже окружении. Все-таки друзья это вышли. Ну, может быть, конкретно какой-то друг его тут подставил, да? Давайте так, предательство могло быть. Ну, или в своих целях использовал. Опять-таки показано раньше, как будто бы он, может быть, надеялся на то, что там окружение его, ну, там, будет к нему по-человечески относиться, да, а тут карта токсичность вышла. Ну, как будто бы он пострадал от действий каких-то, вот опять-таки, друзей. Так, карта тут не разбитое сердце, а тут карта сердца. Сердце токсично. Сейчас я уточню, о чем это. Уже смотрим на него. Так, это он по этой карте. Но опять почему-то тут друзей касается. Вот тут очень много о друзьях, про друзей. Тут карта друзья, тут карта собака друзья, карта сердца. И рядом карта токсично. Но опять-таки человек переживает, может быть, как кризис какой-то. И вправду все навалилось, там, может быть, разочарование. Так, а ты сам как в отношении друзей проявлялся? Давайте так, дабы быть честным. Ты их унижал? Нет. А о чем, как ты проявлялся?
о чем? А он, кстати, мог даже нормально относиться в плане внутри, даже любя, но мог быть очень резким, мог разрушать взаимоотношения, кстати, мог какими-то своими поступками, тут карта горы, трудности, а перед этим карта крест, это как будто бы уже произошло, наказание. Вы знаете, даже относясь внутри себя, да, имея какое-то отношение к людям, эмоции какие-то испытывая, да, при этом он мог быть резким, тут какие-то как несдержанным, карта сущность, как будто бы вот оправдание себя находить своим каким-то поступкам. Тут вот так он отчасти мог и сам в свое время тут напортачить, даже люди могли почувствовать, что, ну, как бы, не то, что там предательство с его стороны, но какое-то как обесценивание. Могли почувствовать себя ненужными. Вот. Тут так что особо кого-то тут винить, это как, возможно, и даже последствия его каких-то поступков. Так, о чем это? Это он. При этом сам по себе какой мужчина, смотрите, черная кошечка. Я спрашиваю, это он такая черная кошечка, черная лошадка, да, как говорят. Карта дьявол. У него очень много тайн, очень много скрытого. Может быть, того, о чем бы он не хотел никому, в том числе и друзьям там, и уж тем более каким-то родным, близким людям, может, не готов и не хотел бы об этом рассказывать. Какой он еще? Но опять на него выходит карта сущность. Его какие-то проявления, поступки, его какие-то, может, мотивы, даже мотивы этих поступков. Тут такое... Вообще у меня прям выскочила карта. Тут так, инициатива, воительница. Это о нем? Так, это о чем? Какой он? В прошлом, девочки, это в прошлом, это было раньше. Тут карта 3, о наличии третьего фактора. Мог, ну, у кого-то свободные отношения, да, на стороне, если не он сам по себе не свободен, тавтология, да, то есть женат, если, допустим, то могли быть какие-то на стороне связи. Почему-то мне это показали. Так, вообще мне нужен... Так, мужчина. Какой он еще? Несет ответственность за что-то, за кого-то. Карта медведь вкладывается материально. Причем по карте замок об этом информации то ли мало, то ли в принципе не особо распространяется. Опять вышел дьявол, и тучи сгущаются. И уже какое-то время. Это о чем? Ну, девочки, если он, допустим, не свободен, да, вот там как будто бы он мало информации дает то ли о семье, то ли о людях, ну, о которых он там заботится. Тут будто бы он действительно понимает, что я должен вкладываться, это материально туда. Но при этом там то ли атмосфера какая-то, карта тучи сгущается, карта дьявол и карта время уже длительное. Причем, как по карте коса, может быть разрушены взаимоотношения, да, какая-то связь у него с этими людьми, но при этом он понимает, что он должен вкладываться материально. По святой воде как будто бы вообще нужно эту всю историю или взаимоотношения перезагрузить, или историю эту как-то переписать заново. Такое, как почему-то он об этом умалчивает. Знаете, как будто бы, ну, другие могут там рассказывать, гордиться, там даже фотографии какие-то показывать, там, ну я не знаю даже о чем это, ну как-то так. А тут вот наоборот, карта замок, он как будто бы львиную долю информации он утаивает. Так, давайте дальше посмотрим. Такая у меня почему-то сигнификация на этого мужчины вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, схема расклада у нас называется клетка гордости, да?
Первое у нас идет маска его, этого мужчины. Каким он хотел бы казаться перед вами. Второе у нас жертва. Что он в себе подавил, чтобы не сдаться чувствам? Что он в себе подавил? Третье, истинное пламя. Реальное отношение к вам вот на данный момент. Четвертое, это страх. Что именно он боится в случае своего признания. И последняя развязка. Вскроется ли в ближайшее время он или продолжит игру. То есть носить маску ту самую. Так, каким он хотел бы казаться перед вами? Что он в себе подавил, чтобы не сдаться чувствам? Реальное отношение к вам на данный момент? Страх. Чего он боится в случае своего признания? Уж не знаю, так. Уязвимым стать. Боится, что вы будете манипулировать им. Так, и развязка. Вскроется ли в ближайшее время он или продолжит свою игру? Начинаем. Первые карты. Каким он хотел бы казаться, хочет казаться перед вами? Одиночка. Интересно. Сочетание одиночка, друзья. Устойчивое положение. Ящик Пандоры. Чувствие и замок. Ну, каким бы он хотел казаться? Тут, знаете, как это такая, даже своего рода как игра. Не хотел бы полностью, может быть, исчезать из вашей жизни, как-то напоминать о себе. При этом эта информация не должна быть особо, как вам сказать, она не особо искренняя и не особо правдивая. Как будто бы вот чуть-чуть информации о себе дам, чем больше тумана нагоню, тем будет лучше. Хотел бы быть для вас сексуальным, привлекательным, непрочитанной книгой, ящик Пандоры, лакомым кусочком, одним единственным. При этом он хотел бы создавать у вас вот такое ощущение, ящик Пандоры, предчувствие, что вот именно его вы всю свою жизнь там ждали. Вот встретив его, вот вы должны понять, что это он тот самый, единственный, неповторимый. Тут загадочность, мистика, это все сюда. Ему бы очень хотелось вот какую-то эксклюзивность собственную вот так вот подчеркнуть, и дабы оно у вас дальше как-то это все внутри жило и развивалось. Даже если он не будет рядом, его присутствие не будет на физическом плане, ему бы очень хотелось, чтобы вы там продолжали в плену своих каких-то мечтаний, иллюзий, желаний жить по поводу него, каким он хотел бы казаться. При этом карта замок, при этом закрытый, при этом информация о себе, то, которая вас действительно, может быть, будет интересовать, или ваши попытки вот там сблизиться, да, узнать его лучше, тут он как в футляре закрывается. Смотрите, странное сразу сочетание, я сказала. Одиночка, но при этом карта друзья и неустойчивое положение. Сам по себе такой, типа, я самодостаточный, я одинокий волк, но при этом в открытую вас, может, не будет он как... Тут карта друзья все-таки не будет, как это, отпихивать, да. Тут как вот такой вот, какая-то грань. Может быть, для того, чтобы вы там не претендовали, опять-таки, ни на что, или не задавали ненужных для него вопросов. Тут вроде бы, да, вы можете быть в статусе вот друзья, общения, да, но при этом какую-то грань вы не должны переходить. Вот мне прям так идет. При этом вот эта карта неустойчивое положение. Неустойчивое положение и рядом карта друзья, ящик Пандоры, это скорее о вашем состоянии. Видите, девушка на этой жердочке сидит, она в любой момент может шандарахнуться. У вас как будто бы даже иммунитет, он не выработался еще к этому поведению. Ну а как можно к такому привыкнуть? Хуже всего для нашей психики это неустойчивость, вот это вот непонятно, когда, что и когда и зачем будет. Тут вот как будто бы, но он даже в этом заинтересован, чтобы у вас такое состояние было. Почему? Я не знаю, дальше будем смотреть. Вот он хотел бы казаться перед вами загадочным, притягательным, может быть даже, повторюсь, сознательно этого тумана какого-то нагоняет.
Если это прочесть в контексте, каким он хотел бы касаться, и карта неустойчивость, у кого-то может даже создавать иллюзию того, что неустойчиво у него все непонятно в жизни, да, статус, очень сложно все. Нет определенности. Как я могу тебе дать эту определенность, если у меня ее нет в жизни? Да, очень много обстоятельств, каких-то жизненных ситуаций, над которыми я, которыми я не управляю. Все из этой серии, девочки. Вот каким он хотел бы касаться перед вами. Одиночка, одинокий волк, при этом, может быть, друзья есть, и он окружен даже этими друзьями, но он такой, типа, сам по себе, неординарный, притягательный, сексуальный, мистика, тут какие-то предчувствия, и создать у вас ореол этой таинственности, эксклюзивности, в общем, роковой парень, вот так вот даже. Так, давайте посмотрим. Жертва. Что он себе подавил, чтобы не сдаться чувствам? Прошлое все подавил, все. Что-то из прошлого. Ух ты, ё-моё. Ой, извините, мне смешно стало. Почему-то же тут свинью ему подложили дьявол. Дьявол ему подложил свинью, девочки. Подавил, он пытается в себе дьявола подавить. Страсть. Но это ему злую шутку с ним играет, так как это нереально. Страсть в себе задавить, да? Что он себе подавил. Причем эта карта как подарочек дьявол ему подложил. Ой, смешно. Ладно, пытается дьявола обуздать. Ну, удачи. Что подавляет? Страсть, влечение, сексуальное желание. И это уже длительное время. Все из прошлого. Воспоминания из прошлого. Может быть, что любые напоминания о вас из прошлого. Ух ты, тут прям, девочки, что он в себе подавляет. А тут, кстати, он, кстати, может подавлять, тут, с одной стороны, эгоизм, вот эта вот карта, ну, рядом карта пьянства и леса. Ой, интересно, как это прочесть. Ну, тут я могу прочитать, конечно, что периодически, когда у него тут срывает, если сказать, можно так же организм, крышу у него срывает, да, может тут увлекаться какими-то, ну, не знаю, может, алкогольными напитками. У кого не употребляет, слава богу, значит, какие-то другие у него тут, не знаю, хотел сказать, способности уходить в забытие. Ну, девочки, так, карта царевна. Царевна и лиса. Интересно. Это в отношении вас? Сейчас я уточню, о чем это. Так, что он себе подавил, чтобы не сдаться чувствам? Ну я тут, как я вам хочу сказать, я как это могу считать? Скорее всего, это вас он намеренно в своей голове, знаете, так не преподносит, а наоборот, он может вас как линчевать в своей башке и говорить, это у нее корона на голове, это она эгоистична, это у нее там какие-то, ну, запросы, не запросы, желания. Это она уже пытается мной то ли манипулировать, то ли свои какие-то желания выше моих возможностей ставить. Все из этой серии. Как будто бы сам себе вот может так нагонять, сам себя раздраконивать. Да. И, может быть, говорить о том, что вот вы не пара, вы не вместе, не судьба вам быть вместе, в том плане, что вы не подходите ему по каким-то критериям. Хотя на самом деле то, что тут его выбешивает вас, он может это раздувать, вот, да, тут, не знаю. Ну, карта царевны, это, девочки, вообще карта человека, который может себе позволять в том числе и материальные какие-то там траты, как-то себя так вести, тем самым, допустим, ну, эгоистично, наплевав на ближайшее свое окружение, где-то ставя себя на первое место, на пьедестал. Тут как будто бы война двух миров. Его чем-то задевает ваше, может быть, желание, я думаю, с вашей стороны элементарно внимание, может быть, подарки, уважение, вложение. Не обязательно материальное вложение. Это может быть временной ресурс, там, уделить вам время, там, проявить заботу.
ну, у кого-то реально вы хотели бы, чтобы мужчина материально заботился, вкладывался, проявлял опять-таки элементарное внимание, там какие-то цветочки, уж не знаю. Да, не обязательно вам диадему тут золотую, бриллиантовую. Ну вот тут вот что-то какой-то тут нюанс. Он подавляет в себе, может быть, вот это вот из прошлого какие-то, знаете, приятные воспоминания, а тут даже не о приятном, тут о страсть кипит. При этом вы его выбешиваете чем-то. Он как будто бы сам себя, повторюсь, раздраканивает, как, ой, как бередит сам себе душу, да, если можно сказать. И придумывает новые отмазки. Чем вы не такая, чем вы ему не подходите. Тут что-то такое тоже может быть. Так, карта леса, это у вас. Опять-таки, он считает вас мудренькой, хитренькой, как лисичка. Может быть, даже подозревает, что вы тут, карта книга, можете чуть ли не на пикаперские курсы какие-то ходить, дабы... Но опять-таки, тут как эгоизм ваш, желание его использовать, может быть, даже. Я повторюсь, этот человек может вас в каких-то вообще смертных грехах подозревать, которыми вы близко у вас не было этого в голове, а он тут придумывает какие-то схемы, планы. Тут как будто бы обжегшись на как молоке дуешь на воду, тут что-то из этой серии. При этом вот эти мысли его, кстати, могут по поводу вас посещать, когда он выпьет, да? Как с одной стороны он может бежать от вот этих вот каких-то страстей, накрывают в алкоголь, а тут уже в состоянии этого алкогольного он может тут что-то себе такого напридумывать про вас, что вы тут царевна лягушка, да, и вам подавай там, я уже не знаю, что вам там, замки. И карта леса, это манипулятор, хитрость, это при помощи женской какой-то такой мягкости, изобретательности, как будто бы, уж не знаю, что он думает, что вы у него какие-то шпионские тайны выведаете. Ладно, девочки, ну подавляет в себе страсть, дьявола подавляет. И воспоминания из прошлого подавляет. Так, истинное пламя. Вот это интересно. Реальное отношение к вам прямо на данный момент. Вау. Интересное сочетание. Бог ты мой, девочки. Да тут его бедняжечку это колбасит, коробит. Он вообще не уверен в том, что вы посланник. С одной стороны, просыпается один день. Эта карта называется «Посланник высших сил». С одной стороны, он один день просыпается и думает, она послана мне небесами. Спасибо, все боги, за то, что вы привели ее в мою жизнь, да. Тут чуть ли не молится, да. Все хорошее вас доброе видит. Потом мне тут вышли, перед этим у меня вышла карта токсичность. Может быть, бесится тут. Кажется ему, что вы пришли для того, чтобы его перевоспитать где-то, как бумеранг за что-то. Тут карта свечи, тут карта плен. Видите, женщина сидит в плену. Ему хотелось бы вас приструнить, ему хотелось бы вас, реальное отношение, заполучить к себе. Ему хотелось бы вот тут собственнические какие-то такие моменты, ревность. И карта бесы, девочки. Тут и может быть бесится в прямом смысле человек. У меня прямо это слово, оно крутилось. И такие бесится, бесы. Из-за чего? Из-за того, что, может быть, не получается вас вот так, как птичку в клетку посадить. Не получается где-то назначить вас собственной там, собственностью. Где-то вы не подчиняетесь его сценариям. Опять-таки, где-то, может быть, он подозревает, что другие мужчины к вам проявляются, заинтересованы в вас. Может быть, опять это тоже ревность какая-то. Но тут вот как будто бы он сам вот это все может так себя накручивать. Потом карта свечи, как его попускает. Потом опять какие-то приливы этой агрессии. Но изначально у меня вышла карта. Это переход на новый уровень, истинное пламя, реальное отношение к вам. Он бы хотел бы по-другому как-то эти взаимоотношения переиграть, по-другому как-то проживать. Это переход на новый уровень, видите, этот дирижабль поднимается вверх в небо. То есть он прекрасно понимает, что вашим отношениям нужна перезагрузка. Сейчас они, скорее всего, токсичненькие, и ему бы хотелось по-другому как-то это все. Но по-другому, но при этом, девочки, вас контролировать. Контроль хотелось бы очень.
Так, смотрим. Контролер, короче. Смотрим. Страх. Что именно он боится в случае своего признания? Ух ты, он боится, карта павлин у меня, ярость. Ну, что вы его с трона, с этого сгоните. Может быть, боится, что если он повернется неудачно, павлин, да, раскрывает свои перышки, но вот не приведи Господи вам увидеть его с этой тыльной стороны сзади. Ой, вот это жалкое какое-то зрелище. Тут самое главное, он боится, чтобы вы как-то не увидели какой-то его уязвимым. Может быть, то, что он там длительное время опять-таки скрывает. Может быть, из прошлого какой-то след его тянется. Может быть, поступки какие-то из прошлого. Но тут больше только тот образ, который он создал, вот этот по павлину, да, он настолько в него вжился, но при этом он прекрасно понимает, что на самом деле он не до конца такой. Поэтому ему бы не хотелось, страх у него, что вы увидите его в каком-то неприглядном для него свете, узнаете о нем что-то такое. При этом страх, карта ярость. Может, кстати, увидеть, боится того, что у него характер не очень такой мягкий, покладистый, пушистый, да, кто бы сомневался. Он боится того, что, может быть, вы его увидите вот в состоянии вот этой ярости, может, бешенства, может быть, какие-то такие проявления, где, ну, бывает, да, как накрывает, как раз тут, ну, у некоторых людей такое бывает, как пелена, да, перед глазами, прям, как, уж не знаю, может, боится этих своих каких-то таких состояний, а потом время проходит, и он думает, боже мой, зачем я себя вел как идиот? Ну, действительно, может, некоторые в состоянии в таком могут там крошить что-то, ругаться, мягко говоря, да, посылать всех эротические дали. Тут вот такое, но я даже не знаю, боится в случае своего признания. Скорее всего, он боится того, что он даже, наверное, если там он признается в чувствах, в эмоциях, ему кажется, что он тут с трона своего какого-то частично упадет. Так, следующий тут карта эволюция, лекарство от всех бед, Эрос и звезды. Чего боится? Боится. Карта Эрос. Ну тут на самом деле карта эволюция, страшно. Странно, чего он боится. Знаете, где-то он даже боится того, что, может быть, у вас будет при дальнейшем общении с ним, вы даже в нем как-то отчасти можете разочароваться. Не знаю, такое. Кстати, почему-то он переживает еще за сексуальную часть. Карта Эрос. Боится, что, может быть, недостаточно для вас будет хорош в плане почему-то тут вот в этом. Потому что он тут какой-то еще, знаете, образ такой создал. На себя столько нагнал, ну, как это, пуха, да, как это рассказывают. Ну, в общем, идеальный какой-то образ старался создавать, да. А боится, что он до этого образа не дотянет, да. Вот тут такое прям. Боится в случае с признанием. Так, лекарство. Опять-таки, боится где-то вас, ну да, разочаровать, даже подвести, потому что, ну тут он думает больше не о вас, а о себе. Опять-таки. Как будто бы не дотягивает до того, вот как-то звезда идеала, то, о чем он там, ну, как бы хотел, кем бы он хотел казаться, он до этого не дотягивает. Опять-таки, вот эта карта вот в этом прочтении, мне хотелось бы тут ее, знаете, как будто бы у кого-то, может быть, даже, знаете, понтов нагнал там, я чуть ли не всесильный, я могу и то, и то, и то, и все то мне подвластно, и в том я супер, и такой я. Это может касаться, начиная тут от сексуальной какой-то, я же не знаю, функции, у каждого свои, да, тараканы в голове. Может, для него это важно, ему казаться таким мачо, да, там 7 раз за ночь, да, я уже не знаю, что там, еще что-нибудь. У кого-то это его, может быть, материального положения, его возможностей. То же самое.
У кого-то это прям мог про себя тут, не знаю, еще что-нибудь такое. Это не то, что там небылицы, но это из той серии, вот как вот перерасправил, да, павлин. Вот я такой классный тут прям. А вот если он признается там в своих чувствах вам, вы, понятно, начнете сближаться, вы как будто бы его посмотрите, увидите с другой стороны. Может, вы к этому и готовы, вы и так понимаете, что он тут уже вообще не идеальный. А у него до сих пор представление, что вот ту картинку, которую он создал, как будто бы все верят в то, что он такой и есть. Тут как он как в плену, знаете, собственного какого-то образа, вымышленного, как заложник этого образа. Ну, тут он скорее как наивный. Он думает, что все вокруг где-то, ну, ведутся на его вот эти вот какие-то, опять-таки, картинки, которые он создает о себе. Ой. Боится разочаровать вас. Боится оказаться не тем совсем, которого он придумал изначально. И вот транслировал этот образ и поддерживал, вот, может быть, у вас это ощущение. Развязка. Вскроется ли он в ближайшее время или продолжит игру? Подарок. Ух ты, девочки. Ух тышка. А это что такое? Мои хорошие. Ну, как это... Вот смотрите, тут карты такие классные. Новости, карта всадник. Я могла бы это прочесть, конечно, прискачет. Новости вы какие-то о нем узнаете. Но дальше карта идет второй ведьма. Мне, скорее всего, как будто бы вы это все можете считать, скорее всего, в каких-то раскладах карта Таро. Карта ведьма, это опять-таки вы ведающие, вы обладающие тайными знаниями. Может быть, какую-то информацию в ближайшее время вам передадут о нем, по поводу него, по поводу этих проявлений. Ну а тут карта подарок и разбитое сердце. Вскроется ли? Мне такое, как будто бы информация какая-то действительно о нем вскроется. Какая-то информация вам придет по поводу него. Ну, это как будто вам как подарок, да? Может быть, узнаете тут разбитое сердце. Даже элементарно узнаете о его каких-то поступках, проявлениях. Это даст вам понять, ну, то, что человек, может быть, не особо счастлив в личной жизни, да, и не против бы с вами как-то связаться, пересечься. Но тут почему-то мне показали Таро и карта ведьма. Это как будто бы информация, может быть, даже не напрямую, опять-таки через, может быть, у кого-то через Таро, сами, если просматриваете. У кого-то карта ведьма ведающая. Может быть, вам кто-то там, если у вас личный таролог есть, вам лично какую-то новость какую-то вскроется и передадут по поводу него. Угу. То есть тут какой-то движ будет, но это как будто не напрямую. Он не сам. Хотя у него в голове тут, и не только в голове, тут уйма, мне кажется, всяких мыслей по поводу вас. Бродит инфекция, да, больная любовь. Ладно, не больная, а прекрасная любовь внутри бродит. Все, вот такой расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.